Москва вписывается за Беларусь. В Дагестане запрещают никаб, а Украину и Россию ждет смертельное лето. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. В Беларуси ждут нападения натовских и украинских войск. Даже дополнительное ПВО задействовали. Обстановка в нашем пространстве напряженная. Федеральная налоговая служба арестовала счета бойца ММА в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Потому что он открыто не поддержал СВО. В Китае достроили крупнейшую в мире систему хранения природного газа. Green Energy Port соединяет основные газотранспортные сети. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. В Москве обеспокоены скоплением украинских войск у границ Беларуси. Даже называют это своей проблемой. Пресс-секретарь кремлевского начальника говорит, что Лукашенко с Путиным обсудят на саммите ШОС это скопление украинских войск, которое, видимо, совершенно беспричинно появилось на украинско-белорусской границе. Это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наше Министерство обороны находится в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры. Кроме того, в качестве реакции на, как пишет белорусская Минобороны, увеличение активности украинских беспилотников, конец цитаты, в Беларуси вывели дополнительные средства ПВО на дежурство. Обстановка в нашем пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. Могу уверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия. Необходимо учитывать, что подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. В данных условиях военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны адекватно реагируют на складывающуюся обстановку вокруг Республики Беларусь. Выглядит как подготовка к провокации, ведь у сил обороны Украины точно нет мотивации и дополнительных сил, чтобы сейчас атаковать Беларусь. Это кажется логичным, но, видимо, не для всех. К тому же в белорусском генштабе считают, что на границе с НАТО собрались около 10 батальонно-тактических групп, а это около 20 тысяч человек. Собираются ли натовские войска захватывать Беларусь таким ограниченным контингентом, пока непонятно. Но в Минске, видимо, знают, как противодействовать такой инвазии. На белорусско-польской границе за 2 суток с 28 по 30 июня дофиксировано более 160 попыток проникновения через границу. Смертельное лето ожидает Украину и Россию, пишет The Wall Street Journal. Время, когда обе страны ожидают большие потери. Автор объясняет свои выводы тем, что для Украины будет главной задачей удержать позиции с помощью нового западного оружия, а Россия будет и дальше применять свою тактику мясных штурмов, но обе стороны будут пытаться достичь решающего перелома. В ВСУ подтверждают активизацию врага на Кураховском, Краматорском и Покровском направлениях, но таких прогнозов не дают. За предыдущий месяц было почти 1952, и еще предыдущие было 732 боевых столкновений. То есть это говорит о том, что враг активизировал свои усилия на разных направлениях. А пока такое смертельное лето российские самолеты устраивают для жителей Белгородской области. The Washington Post пишет о том, что россияне случайно уронили на свою же Белгородскую область 38 авиабомб за год. Ссылается издание на документ белгородского МЧС, полученный от украинской разведки. Большинство снарядов, к слову, не разорвались. Федеральная налоговая служба арестовала счета Хабиба Нурмагомедова, пишет канал Мэш. Раньше налоговая закрыла несколько фирм чемпиона UFC в легком весе. Официальная причина – недостоверные сведения в официальных бумагах.
Счета бойца заблокировали вместе со счетами благотворительного фонда. Долг перед ФНС у Нурмагомедова составляет 297 миллионов рублей. Но тут еще нужно напомнить, что в конце июня в его клубе в Махачкале прошли обыски из-за информации о том, что один из боевиков, ликвидированных во время теракта в Дагестане, тренировался именно там. То есть, в принципе, история может иметь и политический подтекст, если учесть, что сам Хабиб сейчас живет не в России. Хабиб Нурмагомедов был одним из тех, кто оказывал серьезное влияние на Дагестан и не только, в общем-то, на мусульманское сообщество российское. И, как и любой лом, он в какой-то степени, конечно, беспокоил Кремль, потому что он открыто не поддержал СВО и вообще так, держался, что называется, в стороне, а по некоторым вопросам шел вразрез с позиции, собственно говоря, путинской системы. Ну и на все это наложились вот эти вот события, которые произошли в Махачкале и в Дербенте, и вот этот вот Кагиров, который всего один раз там участвовал на сборах. В общем-то, я так понимаю, что там поток-то большой достаточно, потому что клуб известный у Хабиба, и все стараются, конечно, пройти через его систему. Ну, это стало вот триггером и спусковым крючком для того, чтобы и прижать его, собственно говоря, найти огрехи в финансовых или прочих документах в России труда не составляет. К слову о Дагестане, там запретят носить никаб. Об этом говорит духовный лидер мусульман республики. Он считает, что запретить никаб нужно, исходя из соображений безопасности. Ведь под ним можно скрывать всякие небезопасные предметы. Здесь часто поднимают вопрос о никабе. Если не я, а кто же на этот вопрос ответит? Хотя все, я не говорю там чиновнику, все религиозные люди по всей России остерегаются от этого ответа. Я решил на этот вопрос ответить. Почему, знаете вы? Не от того, что я самый смелый, храбрый. 6 месяцев, полгода приблизительно. Вы знаете, меня каким только грязью не обливают. Один больше, один меньше, мне ничего не изменит. Поэтому никаб, вот сегодня наши работники работают над этим, мы будем выносить фатва о запрете никаба. Я напомню, накануне глава российского следкома призвал срочно запретить ношение никаба по всей России. Он призвал обращать внимание на то, что захват заложников в СИЗО в Ростове совершили исламисты, и Госдума должна на это реагировать. В Китае завершено строительство Green Energy Port, крупнейшего в мире кластера резервуаров для хранения сжиженного природного газа. В состав этого гиганта входят 6 крупнейших в мире резервуаров для хранения СПГ объемом 270 тысяч кубических метров и 4 резервуара объемом 220 тысяч кубометров, что в общей сложности составляет 2,5 миллиона кубических метров. Являясь ключевым проектом в системе добычи, поставок, хранения и сбыта природного газа в стране, Green Energy Port соединяет основные газотранспортные сети, в том числе сети транспортировки природного газа из западных в восточные регионы и восточный газопровод Китай-Россия. Кроме того, он занимается доставкой газа с помощью автоцистерн, продолжая поставлять природный газ в такие провинции, как Цзянзу, Хэнань, Аньхой, Шаньдунь, тем самым способствуя поддерживанию энергетической безопасности в регионе дельты реки Янцзы. Таким образом, Китай расширяет свои возможности хранения и использования природного газа и увеличивает объемы торговли с РФ. Европейские правительства начинают переживать по поводу радикализации политических сил. После первого тура выборов во Франции многие начинают предостерегать от этого. Премьер-министр Польши обратил внимание на растущую угрозу со стороны экстремистских кругов слева и справа, как он сказал. Туск также обратился к местным политикам с призывом помочь ему спасти Польшу от большого столкновения радикальных крыльев.
Мне не нужно сегодня никому говорить, что власть в Европе скоро захватят люди, которые поддерживают Путина, которые настроены антиукраинские, люди, которые не сомневаются, что используют власть также ради денег, люди, которые отвергают модель традиционной европейской демократии. Да, все это начинает пахнуть очень опасно. Не только результаты первого тура выборов во Франции. Информация о российском влиянии, российских связях во многих радикальных правых партиях в Европе. Я хочу напомнить вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, и мы призываем вас не останавливаться на достигнутом и продолжать так делать и дальше. Также продолжайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, все это непременно очень важно. У меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.